Сегодня я хочу показать вам спортивные пинетки для мальчика, выполненные в двух тонах. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я хочу вам показать различия между установленными люверсами и пинеток без люверсов. Вот эта сторона с люверсами смотрится красиво. Вот эта сторона без люверсов. Тоже неплохо. Поэтому, если у вас нет люверсов, не отчаивайтесь. Без люверсов тоже смотрится очень красиво и оригинально. Итак, я начинаю. Для работы мне понадобятся нитки двух цветов. Голубой цвет называется Rico Baby Cotton Soft. В 50 граммах 125 метров. Состоит из 50% баумволи, это хлопок, и 50% полиакриль. Также я возьму небольшой клубок меланжевой нити. Это только для одной пинетки, вы должны это учитывать. Состоит из трех цветов. Состоит из голубого цвета, белого цвета и серого цвета. Голубой цвет идеально сочетается с голубым цветом нижней части пинетки. Крючок номер 2,5 от Inox. Здесь не видно, но вот если приглядеться, то можно посмотреть. Этим крючком я буду вязать полностью всю пинетку. Крючок 1,75, размером меньше, номером меньше. Это я буду прятать хвостики. Ножницы. Два маркера для того, чтобы наметить середину пинет. Игла. Иглой я буду прошивать вот этот кант. Люверсы. Мне понадобится на каждую сторону по 4, это значит на одну пинетку 8. Полностью на всю пару мне понадобится 16 штук. Так как я сделала только на одной стороне, то соответственно на эту сторону мне надо тоже учесть. Вот они у меня все люверсы здесь. 5 мм в диаметре, мягкий металл. Для того, чтобы установить люверсы, мне понадобятся щипцы, цанги. Еще я подклеиваю подошву, для того, чтобы она смотрелась красиво. И клей надо учитывать, чтобы он был эластичный после того, как он приклеит. Итак, любая пинетка начинается с подошвы. Подошву я уже связала. Она у меня связана на 17 воздушных столбиков, из 17 воздушных столбиков. В диаметре она составляет 72 петли, 11,5 сантиметров. Подошва у меня на канале уже есть для 17 воздушных петель, так что вы можете отдельно посмотреть видео. Итак, подошва связана с бортиком, и я начинаю с задней, с пяточной части вывязывать первые ряды. Бортик будет состоять из 4 рядов с столбиками без накида. Полностью бортик будет состоять из 5 рядов, но 5-й ряд я буду на мысике убавлять 4 петли. Вот так выглядит. Я начала первый ряд. Мне надо вот так по кругу связать 4 ряда. После 4-го ряда мы повстречаемся, когда буду вывязывать 5-й ряд. Итак, я связала 4 ряда без изменений. В 5-м ряду я наметила маркером передние 20 петель для того, чтобы из этих 20 петель убавить 4 петли для покатого мыса. Вот для такого угол можно видеть. Итак, до маркера вяжу без изменений. Убираю маркер, он нам пока не нужен. Эту петлю, которая была под маркером, провязываю столбиком без накида. И со следующей петель, 2 петель, начинаю убавлять. Убавляю за первые половинки петли, за передние половинки. Провязываю столбиком без накида. Следующие 4 петли без изменений, столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Это означает, что через каждые 4 петли я буду убавлять по одной петле. 1, 2, 3, 4. За переднюю долю. Вот так. 1, 2, 3, 4. И до маркера у меня остаются последние 2 петли, я их провязываю вместе.
Снимаю маркер и до конца провязываю без изменений. Итак, я связала 5 рядов в высоту для бортика, 4 ряда без изменения и 5 ряд в первых 20 петлях, отмеченных маркерах, я убавила 4 петли. Для вязания мысика мне понадобится 32 петли. Это значит для центральной части и для боковинок. Я отметила маркером 32 петли и начинаю вязание с 8 центральных петель. Это значит, с 13 петли я начинаю вязать. 2, 4, 6, 8, 10, 12. С 13 я буду вязать не за полную петлю, а за заднюю долю. Это значит, я буду крючок вставлять в середину петли. Провязываю первую петлю. Подтягиваю. 2, 7, 8. Я связала 8 центральных петель. Теперь я хочу убедиться, действительно ли я в центре. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Да, я связала 8 петель по центру. И продолжаю вязать. После 8 столбиков без накида я делаю следующие 2 петли соединительные. 1 и 2. Разворачиваю вязание без петли подъема и со второй петли начинаю вязать. 1, 2, 8, 9. С этой стороны точно так же с середины петли ввожу крючок. Первая соединительная петля, вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание и во вторую петлю ввожу крючок. 1, 2, 9, 10. Уже в работе 10 петель. Для того, чтобы расширить петли до мысика, до полного мысика, я буду прибавлять до 14 петель. Это значит, мне еще надо с каждой стороны прибавить по 2 петли. Во вторую петлю ввожу крючок. С этой стороны делаю точно так же. В середину петли ввожу крючок. Первая соединительная петля. Вторая соединительная петля. Во вторую петлю ввожу крючок, так как мы еще прибавляем петли. 1, 2, 11, 12. Уже 12 петель нам осталось с каждой стороны прибавить по одной петли. 1, 2 соединительная петля. Во вторую петлю ввожу крючок. 1, 2, 3, 13, 14. Нужное количество петель у меня уже в работе. Теперь я больше прибавлять не буду. Но у меня остались петли до маркера. Я провяжу голубой нитью вот еще один ряд в обратную сторону. И со следующего ряда я перейду на другую нить. Я буду вязать нитью меланжевого цвета. Мы связали 1, 2, 3, 4. Должны связать. Это значит, каждый жгутик состоит из 2 рядов. Лицевой и изнаночный. Это значит, нам надо 8 рядов. У нас еще 1, 2, 3. У нас еще 7. 7. И вот 8 ряд я заканчиваю. Так как у нас в работе уже 14 петель, и мне больше прибавлять не надо, то я с 3 петли начинаю вязать. 1,
2, 13, 14. Перехожу на следующую нить другого цвета. Первая соединительная и вторая соединительная петли. Подтягиваю и начинаю с третьей петли вязать за заднюю долю. Также в середину петли ввожу крючок. 1, должно также остаться 14 петель. Петель, все правильно. Я не прибавляла, у меня осталось 14 петель. Точно так же с боковинки забираю из середины петли первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание на себя и с третьей петли начинаю вязать. 1, 2, 13, 14. Голубая нить нам уже не нужна. В середину петли ввожу крючок. Одна соединительная петля и вторая соединительная петля. Также провязываем 14 петель без прибавлений. У нас остаются 2 последних петли с этой стороны и вот с другой стороны. И мы почти у цели. Носик почти связан. И буду дальше вязать язычок. Продолжать вязать язычок. Итак, я связала до маркеров, и для язычка мне нужно с каждой стороны прибавить по одной петли. Это значит, у нас должно быть уже для работы с язычком 16 петель. В первую петлю провязываю из одной петли 2 петли. Это уже 3, 4, 5, 15 и в эту же петлю 16. Для язычка мы связали, маркеры нам больше не нужны. Уберу. Теперь нам надо определить высоту. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 рядов, начиная от пестрой, я посчитала. Это значит, вот отсюда нам надо 18 рядов в высоту. 4 у нас уже есть, и осталось еще 14. Язычок я буду вязать ровненько. Все 16 петель у меня будут присутствовать в работе. Провязав 18 рядов, я обвяжу язычок по кругу. Я сделаю это самостоятельно и предлагаю вам это сделать. Это несложно. И мы повстречаемся тогда, когда язычок будет готов. Я связала язычок, обвязала его. Получается очень красиво. Теперь я буду оформлять заднюю часть пинетки. Для того, чтобы язычок мне не мешал, я его заправлю вовнутрь. Теперь я буду вязать со следующей петли. Вот с этой петли. Вот тут мы закончили язычок, а вот с этой петли, с середины, все по-прежнему с середины, я буду вывязывать заднюю часть пинетки. Провязываю первую петлю, подтягиваю. Так я буду вязать вот до последней петли. И без изменения в высоту мне надо провязать сюда, обратно и еще раз сюда. Это значит 3 ряда. С 4-го ряда я буду убавлять петли с каждой стороны по одной петли. Я провязала 3 ряда, не убавляя. И теперь с 4-го изнаночного ряда я начинаю убавлять по одной петле с каждой стороны. Я пропускаю петлю и вяжу дальше. Этим самым я убавляю одну петлю. Уже видно убавление. Петля пропущена. С этой стороны точно так же я пропускаю одну петлю. И тем самым убавляю с каждой стороны по одной петле.
Так мне надо провязать в каждом изнаночном ряду, убавляя петли. В 7 ряду на пятке я убавлю 1 петлю. Ввязать в высоту нужно 8 рядов. Значит, 4-й ряд мы уже оформили. В 7 ряду убавить петлю по центру, вот тут по пяточной стороне. В каждом изнаночном ряду убавлять по 2 петли и всего в высоту вязать 8 рядов. Я связала 6 рядов. 2, 4, 6. 6 рядов. С каждой стороны я убавила по 2 петли. И начинаю 7 ряд. В 7 ряду я буду убавлять на пятке 1 петлю. Мерю. Можно провязать еще 1 петлю. И провязываю так до конца. Я провязала 8 рядов, и мне осталось еще 1 ряд лицевой в эту сторону, и с изнаночной стороны я буду убавлять и делать вот такие треугольнички. Это у меня 9-й ряд, и в 10-м ряду я буду уже делать 2 треугольничка впереди и сзади вот эту часть вывязывать. Я провязала 10-й ряд. И теперь я буду убавлять. Петля подъема, разворачиваю вязание. Первую петлю пропускаю и последующую 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваю вязание. И во вторую петлю ввожу крючок. 1, 2, 3, 4. Разворачиваю вязание и во вторую петлю ввожу крючок. И пропускаю вот эту петлю и провязываю последнюю петлю. И у меня остается на вязании всего 2 петли, и я их оставляю, обрезаю нить. И вот такая у меня трапеция получается. Вот такая. С другой стороны у меня точно такая же трапеция должна получиться. Точно такая же. Я обрезала нить и спрятала ее, чтобы в процессе вязания мне не мешало. Теперь я приступаю к следующей, к другой стороне. Здесь я буду с 6 петли начинать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так как с изнаночной стороны у меня первая петля будет убавляться, а в работе у меня должно быть 5 петель. Вот это 1, 2, 3, 4, 5, 6. Начинаю с 6 петли. Я сначала начну с лицевой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ввожу крючок. С лицевой стороны провязываю и разворачиваю ее наизнанку, чтобы хвостик у меня был с изнаночной стороны. Подтягиваю. 1, 2, 3, 4, 5. 1 петлю пропускаю. Петля подъема. Разворачиваю вязание. В лицевом ряду первую петлю не убавляю. 2, 3 и в последнюю петлю 4. Петля подъема. Здесь я пропускаю первую петлю и в последнюю, и у нас остается 2 петли. Петля подъема, затягиваю, обрезаю нить. Вот что у нас получилось. У нас получилось эти 2 трапеции. Впоследствии они станут уголками, потому что я их обвяжу. Вот так вот красиво. И они у нас примут совсем другой вид. Итак, теперь мне осталась середина. Я начну сначала с лицевой. 1, 2, 3,
чтобы хвостик у меня был на изнанке. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону, подтягиваю и ввязываю хвостик. Один, два. Последняя петля, петля подъема. И начинаю со второй петли вывязывать. Так, здесь также пропускаю одну петлю, разворачиваю вязание и опять пропускаю петлю. Это значит, я убавляю с двух сторон. Разворачиваю вязание и со второй петли начинаю вязать. У меня должно остаться 9 петель. 1, 2, 8, 9. Закрепляю. И вот что у меня получается. Теперь я попрячу все хвостики, чтобы они мне не мешали. Обрежу, уберу. И мы начнем вязание с обвязки. Я убрала все хвостики, подготовила для обвязки. Теперь я буду обвязывать вот все, что у меня осталось. Я беру вот в предыдущую, та, которая была в работе для язычка. Это рядом стоящая петля. Ввожу сюда крючок. Нет, я ее провяжу. Начинаю обвязывать. Мне надо обвязать полностью от начала и до конца меланжевого вязания. Вот то, что мы с вами вязали заднюю часть. Теперь у меня получается не трапеция, а угол. Я буду провязывать все это до конца вот до вот этой петли, которая у меня была последняя в работе. Мы вот с этой петли начинали вязать, а это вот рядом стоящая. Вот до нее я буду обвязывать полностью. Подготавливать для того, чтобы голубым сделать вот такие переходики для подготовка для петелек. И вот с этой стороны очень хорошо видно. Вот здесь была обвязка, и потом я начинала голубой нитью вязать вот эту часть. Это вывязывание петелек и закрепление петелек. Теперь я приступаю к вывязыванию петелек голубым цветом. Так как у меня голубым цветом сделано, я буду делать голубым цветом. Соединительные петли вывязывать из перемычки. Одна соединительная петля, вторая, и потом вязание. Вот это первая петля. Провязываю ее вместе. 1, 2, 2 воздушные петли, одну петлю пропускаю. Плотненько подтягиваю. Провязываю 2 столбика без накида. 2 воздушные петли. Одну петлю пропускаю. 2 столбика без накида. 2 воздушные петли. Одну петлю пропускаю. 2 столбика без накида. У меня образовались петельки. Мне нужно их сделать 4 штуки. Пока я сделала только 3. 1, 2, 3. Это последние. 1, 2, 2 воздушные петли. Петлю пропускаю. И вот захожу на самую-самую горочку. Провязываю 2 петли. Соединительная петля. Разворачиваю вязание. Вот у меня петля. Вот она. Я первую петлю пропускаю. Провязываю один столбик без накида. В дырочку провязываю 2 петли. 2 столбика без накида собираю полностью. Вот так у меня получается. Теперь мне надо дойти до конца и вернуться назад наверх, так как у меня будет 3 голубых ряда.
Опять в перемычку собираю. Соединительная. И рядом стоящую соединительная. Разворачиваю вязание и в третью петлю ввожу крючок. Вязание готово. Можно красиво оформить кант. Я, наверное, так и сделаю. Петля подъема. Соединительная петля. И тогда будет намного интереснее смотреться. Прячу хвостик. И потом впоследствии сделаю кант. Точно так же здесь. Здесь начинаю вот с этого бугорка, вот с этой, так как у нас было 2 петли, я вот начинаю с последней петли. Точно так же опускаюсь вниз, подхватываю 2 соединительные петли из перемычек, возвращаюсь наверх. Сейчас я буду вывязывать петельки, это первый ряд, как вот здесь. Все точно так же, только я начинала снизу, вот отсюда, а здесь я буду начинать сверху, вот с этой петли, с вершины, с самой вершины. Итак, я закончу эту сторону, и мы повстречаемся, когда будем обвязывать полностью всю пинетку кантом. Вот таким кантом. Я связала петельки с 2 сторон. Вот как у меня получилось. Я думаю, у вас точно так же. Тут никаких сложностей не было. Теперь мне осталось обвязать пинетку по канту. Верхнюю часть я буду обвязывать с изнаночной стороны соединительными петлями. Это придаст пинетке законченный вид. Петельки не будут вытягиваться. Я имею в виду кант, самый последний, вот этот самый крайний, не даст вытянуться соединительным петлям. И, естественно, и дизайн. Красиво. Не тянется. Здесь растягивается, здесь нет. И плюс красота. Я соединительными петлями полностью пройду до конца. И потом мы будем иглой вывязывать вот эти стежочки верхней части. И по середине соединительный голубой и меланжевый цвет. Пинетка обвязана. И мне остается сделать вот эти декоративные стежки. Вот с этой стороны и здесь 2 раза. Здесь голубым, а здесь белым. Ввожу иглу вот в этот кант. Придерживаю его пальцем. И начинаю делать стежки. Немножечко поправляю. Начинаю делать вот такие симпатичные стежки, чтобы показать, что это спортивная обувь. Относится к теннискам. Каждую петельку. Желательно, чтобы игла была не острая, чтобы она не задевала, не прошивала пряжу и не мешала движению иглы с толстой ниткой. Провязываю я над вот этим кантом, который мы оставили, чтобы соединительные, чтобы было четкое соединение голубого и меланжевого. Над кантом провязываю. Посмотрите. Заканчиваю я вязание вот на этой стороне. Это значит, я пройду в круговую, в рядом стоящий ряд, прям рядом. И закончу вязание вот здесь, с этой стороны. Первый ряд уже готов. Я пошла в круговую. Вот так провяжу. И вот с этой стороны, вот еще впереди провяжу белой нитью. Я вставила люверсы, приклеила подошву. И пинетки у меня готовы. Спортивные пинетки для мальчика, выполненные в 2 тонах. Смотрится очень хорошо. Я думаю, вам тоже понравилось. Я буду очень рада, если вы что-то узнали новое. Я желаю вам здоровья, желаю вам очень легких петелек и великолепной пряжи. До свидания.